Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео хочу поделиться с вами своими впечатлениями после использования товаров для дома с площадки Валберес. В начале видео короткое слайд-шоу, где представлены фотографии тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я постараюсь рассказать об этом товаре поподробнее. Ну и желаю вам приятного просмотра. Начать мне хотелось бы со своей незаменимой помощницы. Это щетка Пипедастер для пыли телескопическая. В комплекте с телескопической ручкой идет 4 насадки. У продавца есть также комплектация, которая состоит из 2 насадок. Первая насадка из микрофибровых волокон, она у меня в активном пользовании. Не раз уже стиралась. Конечно, она уже, возможно, не такая пушистая, как изначально, тем не менее, со своей задачей отлично справляется. Но вот телескопическая ручка, это, конечно, очень удобно. Во время хранения много места не занимает, но при использовании вы можете раздвинуть ее на ту длину, которая вам нужна. Также на ручке есть петелька, за которую можно данную щетку подвесить. Вторая насадка по функционалу – это как микрофибровая тряпочка. Каждая из насадок легко вкручивается на телескопическую ручку. Вторая насадка, так же как и первая, гнется, принимает форму, удобную для того, чтобы убрать пыль, в каких-то таких вот местах, например, верхняя часть кухонных шкафчиков. Вторая насадка примечательна тем, что микрофибровую часть можно отделить от основания и постирать в стиральной машине. Первую насадку приходится промывать под проточной водой под краном, либо под душем. Следующая насадка щелевая. Тут также чехол из микрофибры, который легко можно снять и также постирать в стиральной машине. Примечательно то, что все насадки можно, скажем так, спрыснуть водой, тогда каждая из щеток еще лучше справляется со своей задачей. При этом у вас уже получается такая не сухая уборка, а влажная. Лично я опрыскиваю данные насадки из пульверизатора средством для мытья окон, и таким образом вот у меня получается такая влажная уборка. Четвертая насадка работает не как пылесборник, а как скорее веник, да, то есть с одного места пыль на другое. Данную насадку мы используем исключительно в гараже, в котельной, там у нас очень высокие потолки, и вот в сочетании с телескопической ручкой убрать какую-то паутину очень удобно. Возможно, сейчас кто-то скажет, что проще достать пылесос и проделать все это пылесосом, но на самом деле вот какие-то люстры, да, вот, либо гардины, и вот с них собрать пыль пылесосом не так удобно, как вот этой щеткой. Стоит отметить, что первые 3 насадки пыль действительно собирают, они гоняют его из одной стороны в другую. Ну и, как я уже сказала, если их немного увлажнить, то пыль собирается еще качественней. Ну а в подвешенном состоянии щетка не занимает много места. Следующая щетка малышка, она также из микрофибровых волокон сделана, пушистенькая, тут также телескопическая ручка, что очень удобно, но она больше подойдет для какой-то такой мелкой уборки. Данная щетка находится у моего стола, где практически каждый день нужно убирать пыль с лампы, со штативов, с камеры, в общем, она у меня всегда под рукой. Ну, а контроль качества у меня обеспечивает моя кошка Сэмми. Вот так вот играючи мы с ней избавляемся от пыли. Ну, а дальше речь пойдет о щетке для мытья посуды. На самом деле у данной щетки очень упругий и жесткий ворс.
И, как по мне, для посуды она не совсем подходит. Ну как, для тарелок, каких-то стеклянных поверхностей все отлично, замечательно. Но вот если говорить, например, о посуде с антиперегарным покрытием, то данная щетка все-таки вот это вот покрытие, она царапает. Возможно, это просто я так усердно прикладываюсь данной щеткой, что в итоге вот какие-то такие царапины остаются. В итоге данную щетку мне пришлось переселить в ванную. И вот тут щетка показала себя с наилучшей стороны. Дело в том, что щетинки не деформируются от агрессивных жидкостей. Тут также такая эргономичная ручка, удобно держать ее в руке. И, соответственно, какие-то вот такие вот жесткие манипуляции, да, с этой щеткой совершать. Нанесла средство на раковину и даже без перчаток при помощи данной щетки распределяю средство по поверхности. При этом за счет щетинок средство лучше пенится, при этом с данной щеткой можно подлезть в различные места, да, которые там труднодоступные. На мой взгляд, данной щетки место именно в ванной. Ну а дальше речь пойдет о микрофибровых тряпочках. И, как вы знаете, много не бывает. И тут я решила попробовать такие микрофибровые тряпочки именно для автомобилей. И, как оказалось, такие тряпочки намного лучше впитывают влагу. Они как-то немножко как потолще, да, чем, скажем, тряпочки вот кухонные, которые тоже из микрофибры. Я вот раньше приобретала. Тут все края отлично прошиты, сам ворс довольно такой и плотный, и ворсинистый, скажем так. При этом данная тряпочка, она как хорошо впитывает влагу, так хорошо ее и отдает. То есть выжимать ее также не составляет никаких проблем. И тут еще удобный размер. Ну вот лично для меня удобный. Ну а дальше речь пойдет о силиконовом коврике для раковины. И тут хочу сказать огромное спасибо тому, кто это придумал и кто, собственно, это сделал. Тут довольно плотный, качественный силикон, есть ребра жесткости как поверх коврика, так и с его внутренней стороны. Изначально уже вырезано отверстие для крана диаметром 6 сантиметров, но при необходимости можно вырезать это отверстие под диаметр своего крана. В общем, если вы так же, как и я, устали после каждого мытья посуды, либо вот просто включили кран, выключили, вот каждый раз протирать раковину, столешницу, вот присмотритесь к данному коврику. Вот как по мне, это отличное решение. Вот так вот данный коврик разместился около моей раковины. По диаметру отверстия нам отлично подошло. Вот этого, ну, с выреза его практически не видно. И очень удобно то, что на коврике на самом деле можно также и сушить какую-то, ну, такую небольшую посуду, скажем так, чашки. Помыли одну чашку, тут же можно поставить ее на коврик, и с нее вода будет стекать уже непосредственно в раковину. Следующий товар – это силиконовые формы для льда с крышкой. Я приобретала набором из 2 штук. В каждой форме можно сделать по 12 кубиков льда. Формы качественные, сама крышка плотно прилегает. На крышке есть также такое вот небольшое отверстие для залива воды. И у этого маленького отверстия также есть плотная пластиковая крышка. На самом деле сама форма пластиковая. Единственное, тут просто вот каждое дно каждой ячейки, оно уже сделано из силикона. Такие силиконовые вставки. По инструкции нужно залить воду в специальное отверстие. Но на самом деле я заливаю воду фильтрованную, не из-под крана, поэтому делать это в данной форме, ну,
через специальное отверстие не совсем удобно, так как форма, в принципе, якобы уже заполнена, но если ее немножко растрясти, либо немножко нагнуть под определенным углом, да, то вода стекает в дальние ячейки. При этом приходится каждый раз дополнять форму водой. Ну, если заполнять форму через специальное отверстие под струей воды из-под крана, то бишь там есть давление, то форма, в принципе, хорошо и быстро заполняется. Лично мне проще открыть крышку, заполнить каждую ячейку водой, закрыть крышку, и все, можно ставить форму в холодильник. При этом заметьте, что когда мы закрываем крышку, с формы ничего не протекает. В морозилке данные формы много места не занимают, можно и на дверцу холодильника поставить, и на полку. Ну а когда уже вода заморозится, можно доставать лед. За счет силиконовых вставок кубики льда легче вынимаются из формы. К тому же при необходимости можно извлечь 2 либо 4 кубика. Освобожденные ячейки можно снова наполнить водой и убрать форму в морозилку. Сами кубики получаются не маленькими, примерно где-то 3 на 3,5 сантиметров. Следующий товар – это выдавливатели для зубных паст. Изначально я заказала пластиковый, тут же увидела металлический и заказала еще и металлический, так как думала, что пластиковый будет не совсем надежный. Но, как оказалось, тут довольно плотный, хороший, качественный пластик, и со своей задачей он также отлично справляется, как и металлический. К тому же пластиковый можно, к примеру, поставить в ванной, потому что пластик не боится воды. На самом деле данные выдавливатели подходят не только для зубных паст, они в принципе подходят для любых тюбиков с различным наполнением, например, там крема для рук, какие-то лечебные мази. В общем, вы без проблем сможете установить любой тюбик в данный держатель и отлично выдавливать, скажем так, средство почти до последней капли. Также стоит отметить, что данные держатели довольно устойчивы на поверхности, то есть, к примеру, зубную пасту вы сможете поставить вертикально на раковину. Ну а дальше речь пойдет о полиэтиленовых пищевых пакетах на резинке для хранения продуктов. Изначально я заказала небольшие пакеты, вернее, небольшие по размеру. Поняла, как ими удобно пользоваться, и после этого заказала уже пакеты побольше для тарелок и блюд с большим диаметром. Маленькие пакеты пришли в таком мешочке на завязочках, их в наборе 100 штук, а большие пакеты пришли просто в таком большом пакете, и их в наборе 50 штук. Данные шапочки – это такой, знаете, своего рода заменитель пищевой пленки. Также я знаю, что некоторые девочки используют данные шапочки в качестве таких вот шапочек на голову, когда наносят на волосы либо на голову какие-то вот средства, да, либо использовать их можно также как шапочки для окрашивания волос. У больших шапочек сам полиэтилен более плотный. И там, в принципе, это пищевой полиэтилен, поэтому они безопасны абсолютно для хранения продуктов, отлично подходят. На больших шапочках тут двойная резинка идет, а на маленьких шапочках тут одна резиночка. Мне в хозяйстве пригодились и те, и те. Имейте в виду, что, например, маленькие пакетики, они их, скажем так, комфортно размещать на тарелке диаметром до 26 сантиметров. А вот большими пакетами уже можно прикрыть даже, скажем так, кастрюли диаметром до 40 сантиметров. К тому же и маленькие, и большие пакеты выдерживают температурный режим от минус 20 до плюс 100 градусов. Следующие расходники – это фильтр-пакеты для заваривания чая. В
каждом наборе по 100 штук, приходят они в таком плотном полиэтиленовом пакете с zip-замком. Я приобрела два размера. Большие это для заваривания чая в чайнике, например, а маленькие для заваривания в кружке. Сами фильтр-пакеты изготовлены из экологически чистого и безопасного нетканого материала, который совместим с пищевыми продуктами. Также у каждого пакетика есть завязочки. Я очень люблю зеленый чай, в особенности молочный улун. И мало найти еще, да, хороший по качеству чай, так его еще нужно и правильно заваривать. В фильтр-пакет я насыпала достаточное количество заварки. Теперь заливаю небольшим количеством кипятка. Жду 2-3 минуты, после чего выливаю вот эту вот воду и заливаю новую. И вот теперь через пару минут это будет уже действительно чай с раскрытым богатым ароматом без какой-либо горечи. Ну и последний расходный материал и последний товар в этом обзоре – это кухонные губки. Если честно, данные губки я приобретала исключительно из-за цвета. Сказать о них что-то там сверхъестественное не могу. В принципе, губки как губки. В наборе 5 штук. У продавца заявлено, что данные губки надежные и долговечные. Но на самом деле ничего такого я не заметила. Губки мы все равно очень часто меняем. Поэтому это так и остается таким очень расходным материалом. Единственное, да, в руке они, конечно, ну вот лично в моей руке они комфортно помещаются, удобно пользоваться. Моющее средство для посуды они также хорошо вспенивают, но это еще также зависит и от самого моющего средства. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!